Было 5 центов, станет 5 миллионов долларов. Именно столько планируют выручить за редкую монету на аукционе в США. Этот пятицентовик или никель, как его называют американцы, считается самым ценным в своем роде. На лицевой стороне изображена женщина, которая символизирует свободу. Чеканка таких монет прекратилась в 1912 году. И лишь спустя несколько лет стало известно, что существует по меньшей мере 5 никелей, которые датируются 1913 годом. 4 из них сейчас находятся либо в частных коллекциях, либо в музеях. И вот только один экземпляр выставят на торги в рамках Всемирной ярмарки денег Американской ассоциации нумизматов. Это мероприятие стартовало сегодня в Филадельфии. Сколько в итоге удастся выручить за редкие 5 центов, узнаем в среду. О коллекционировании денег как о бизнесе поговорим с нашим гостем. В студии РБК Игорь Ширяков, заведующий отделом нумизматики Государственного исторического музея. Игорь Владимирович, здравствуйте. Добрый день. В России вообще много нумизматов, вот серьезных профессионалов с такими большими коллекциями? Ну, серьезных профессионалов никогда много не бывает. Вот. Но нумизматика – это очень распространенный вид коллекционирования. И на сегодняшний день это, наверное, один из самых популярных видов коллекционирования. Я думаю, что количество увлеченных людей измеряется сотнями тысяч. Эти люди, они все в каких-то профессиональных сообществах стоят? Или это больше такой теневой? Не обязательно, потому что интересы самые различные, потому что есть школьники, которые собирают, например, современные копеечные монеты, текущую просто чеканку. Или юбилейные какие-то рубли. Да, или какие-нибудь юбилейные рубли. Но есть и профессионалы, которые могут поспорить по багажу и своим собственным коллекциям с государственными музеями. И по стоимости этих коллекций? И по стоимости тоже. Вот некоторые эксперты оценивают годовой оборот российского антикварного рынка нумизматического в сумму от 700 миллионов до миллиарда долларов. Вы с такой оценкой согласны? Я не обладаю цифрами, но могу сказать, что лет 10 тому назад на одном из совещаний, посвященных развитию антикварного бизнеса, я услышал, что нумизматика по количеству, по обороту годовому, это самый доходный вид нумизматического, в смысле антикварного рынка, бизнеса. Да. То есть вкладываться в монеты, в редкие, в старинные монеты выгоднее, получается, с инвестиционной точки зрения, чем покупать там живопись, например? Да, это выгоднее, чем живопись, мебель, скульптура, нумизматика. Собственно, о размере доходности мы с вами еще поговорим. Еще раз все-таки повторю этот вопрос. Вот эти сделки между нумизматами, их общение, это официально все происходит или это серый рынок? На самом деле серьезные нумизматы стараются приобретать на открытых торгах монеты для того, чтобы у них всегда была возможность доказать их подлинность. Да, не только подлинность, а потом подлинность, разумеется, потому что любой антикварный дом, если он дорожит своей репутацией, он старается сначала показать то, что он будет реализовывать специалистам и застраховаться от всяких неприятных ситуаций. Но я хотел сказать о том, что если человек хочет подтвердить право собственности на монету, то он ее старается приобретать на открытых торгах. Часто эти торги у нас проводятся? У нас, надо сказать, что кризис не очень-то ударил по нумизматическому рынку. Все антикварные дома, которые существовали в Москве до 2008 года, сегодня вполне благополучно существуют. Как кризис отразился на ценах? Цены, как говорят, просели. Хотя это тоже относится только к монетам либо такой средней степени редкости, либо совсем нередким, и монетам не очень хорошей сохранности. Но что касается редких и весьма сохранных монет, то там цены только выросли. Организаторы нумизматических аукционов международных, правда, они оценивают годовой рост цен на свои лоты на 20-30%. Вы можете подтвердить, что в среднем... Думаю, что это завышенные цифры. Завышенные? Сколько в среднем прирост годовой составляет? Мне трудно сказать об этом. Я же все-таки давайте на примерах работник. На каких-то конкретных. Нет? Нет, я просто не берусь отвечать на этот вопрос. Но, тем не менее, прирост ежегодный. Возьмем любую раритетную монету, например, да? А, кстати, банкноты котируются? Банкноты тоже, да. Сейчас очень активный рынок.
Она каждый год дорожает, вот эта моя монета или моя банкнота? Или это зависит от множества факторов разных? Это зависит от многих факторов. Дело в том, что аукционные торги – это, своего рода лотерея. Потому что если в аукционном зале собралось 5 человек, которые претендуют на один и тот же предмет, то, естественно, торги идут оживленные, цены могут взлететь до невероятных размеров. Все остальные предметы просто будут не распроданы? Нет, они будут распроданы, но просто кто-то постарается купить именно то, что ему нужно. От чего зависит, если можно какие-то вот самые общие правила назвать, ценность монеты или купюры? На самом деле... Первое, нет? Нет, на самом деле нет. Возраст не имеет большого значения. Прежде всего, редкость, конечно. Редкость и коллекционная сохранность. Какие, не знаю, вы в руках какую вот самую дорогую монету держали? Я держал все самые дорогие русские монеты, которые продавались последние 10 лет на торгах в Европе. Хорошо, какая вас впечатлила больше всего? Может быть, какая самая раритетная? Вы знаете, впечатлить, меня как музейного специалиста, может, монеты, которые, в общем-то, не покажут рекордные цены продажи. Но если говорить об этом, то, наверное, самый запоминающийся – это аукцион, на котором продавался пробный рубль Иоанна III, его нет даже в собрании Государственного исторического музея. Это была экспертиза, которую я писал, она продалась за 3,5 миллиона швейцарских франков. И продалась не в музее, я так подозреваю? Нет, конечно, нет. Музеи вообще в состоянии конкурировать с коллекционерами таких аукционов? Нет, сейчас российские нет. Музеи. Финансирование на закупку в последнее время только урезалось. Если новичок собирается вложить свободные деньги вот именно в монеты, в общем, стать таким нумизматом именно с инвестиционной целью, он ничего в этом не понимает. Куда ему податься, где ему купить? Это не такой простой вопрос, на него надо развернуто отвечать. На самом деле неофиты, конечно, сильно рискуют, потому что сейчас нумизматический рынок наводнен подделками, причем иногда очень хорошего качества, и нужно быть достаточно опытным коллекционером, чтобы отважиться покупать монеты дорогие, редкие. Но мне кажется, что выход всегда существует, потому что если человек не будет стараться гоняться за редкостями, а будет приобретать сначала подлинные монеты, пусть не редкие, пусть не самые дорогие, но хорошей сохранности, то, изучая их, внимательно работая с ними, он научится распознавать, чем они отличаются от современных подделок, а тем самым застрахует себя от ошибок. Игорь Владимирович, это придется глубоко в тему погружаться, да? Все зависит от того, кто рядом, в качестве наставника. Кто рядом, в качестве наставника. Совершенно верно. Неофиту, допустим, нет у него времени или желания в этом разбираться, он может обратиться, нанять специалиста, пригласить какого-то эксперта, который подберет ему нужный материал в коллекцию. Да, сейчас есть фирмы, которые помогают комплектовать коллекцию. Выгоднее покупать в России или за рубежом деньги? Как повезет. На самом деле, нумизматы всегда формировали свои коллекции именно на том основании, что они всегда обладали большей информацией, чем некие продавцы, скажем так. И приобретали редкие монеты, как правило, в случае, если сам продавец просто не знал о том. Не подозревал даже об их ценности. Игорь Владимирович, российские рубли и копейки советские, нынешние, которые сейчас в обороте, они хоть какую-то ценность представляют для нумизматов? В большинстве нет, конечно. Хотя, вы знаете, ведь нумизматика очень, такой разнообразный рынок. Есть люди, которые, например, собирают технологический брак, производственный брак. А он иногда проскальзывает в обращении, и такие монеты редкие и пользуются спросом. Но я уж не буду вспоминать историю о монетах 2003 года, которые, помните, какой-то был банк, я уже не могу припомнить название, который громогласно заявлял, что он готов купить эти монеты, заплатить большие деньги. Кстати, он платил в 2 раза меньше их рыночной стоимости. Они сумели купить где-то порядка 40 этих монет. На самом деле это действительно редкость. Дело в том, что монеты 2003 года, 2 и 5 рублевые, они были отчеканены авансом. На самом деле
предназначались они не для обращения, а для наборов, которые, ну вот годовой набор монет. Да. Вот. Но заказа от Министерства финансов, допустим, не последовало, и монеты просто пришлось вложить в партию следующего года, а они оказались редкостью. То есть на всякий случай, если что, приглядывайтесь к монетам. К монетам всегда надо приглядываться, всегда можно найти что-нибудь. Могу рассказать историю своей собственной практики. Игорь Владимирович, только если очень коротко, у нас Очень уже время коротко. закончилось. Однажды просто совершенно в качестве сдачи я получил 5 копеек 1992 года, на котором не был знак монетного двора. Вот. Я чрезвычайно удивился, потому что это как монета, попавшая в обращение, но не соответствующая узаконенному образцу. Вот. Сейчас они достаточно дорого стоят. Вот. Какое-то количество этих монет попало. Но я был чрезвычайно удивлен, когда такую монету взял в руки. Смотрите внимательно. К монетам всегда стоит приглядываться. Цитата зав. Отделом нумизматики Государственного исторического музея Игоря Ширякова. Игорь Владимирович, спасибо вам большое. Вам тоже спасибо за внимание. Спасибо.